такой мужчина? Покажись. Ну, страстный, активный, очень горячий. У вас с ним переписка любовного плана. Но ему хочется больше, ему этого мало. Считает вас очень красивой женщиной, императрицей, женщина-мечта, женщина-сказка. Неужели такая обратила на меня внимание? Сам до сих пор не понял, как это получилось у него завоевать такую, как вы. Или пытаться завоевать, и вы отвечаете ему, и он, конечно, очень-очень доволен. Есть какие-то шероховатости, возможно, потому что если это онлайн, да, если это переписка, то не всегда текст, в общем-то, ну, переписка сложно, проще живое общение. Ну, мужчина счастлив, когда вы ему отвечаете, когда вы с ним общаетесь. У многих проиграется, что это новое знакомство. И все еще в самом начале. Вы пытаетесь ему понравиться, он вам пытается понравиться. Каждый старается представить себя в самом выгодном свете. Итак, что у вас к этому человеку? Ну да, он вам действительно нравится. Это что-то новенькое. Мужчина яркий, активный. Вы его видите как солнце. Возможно, хорош собой. Возможно, допустим, хорошо поет, танцует, играет на каком-то инструменте. Ну, то, что он вам о себе рассказывает. Такой яркий, активный, очень такой, знаете, креативный молодой человек. Очень интересный. Но есть ограничения. Какие ограничения между вами? Ну, то, что это интернет. То, что это не живое общение. И вы пока не решили, что с ним делать. Понимаете, что нужно делить его на 20, да, все его рассказы. Но он вас заинтересовал. Хотя вы не торопитесь его пускать в свою жизнь. Пока вот наблюдаете, да, что дальше будет. Как вы видите отношения? Ну да, вот, ну, есть препятствия, есть преграды, хотя мужчина вам нравится. Он в ваших глазах король жезлов, сексуальный, интересный, очень, возможно, хороший, да, вот, ну, хорош собой. Яркий, порывистый. Умело ухаживает. Возможно, выбираете между несколькими претендентами. У нас тут выпал и король жезлов, и король пентаклей, и вы еще не определились. Вы пока не знаете, чего вы хотите. Возможно, сайт знакомств, еще что-то такое. Как он видит ситуацию? Переживает, понимает, что у него есть соперники, хотел бы быть с вами в этих отношениях, боится отказа, но вы его очень интересуете как женщина, и он, ну, для достижения цели все средства хороши, да, рассказывает то, что хотите услышать, рассказывает вам разные истории, половина неправда, да, но, тем не менее, пытается вас завоевать. Что думает? Что в голове? Ну, вот знаете, вот как спорт, состязание, да, она будет моя, на нее еще кто-то претендует, но я ее завоюю. Я ее завоюю. Не знаю, что я с этим буду делать дальше, но она мне очень интересна. И на данный момент мужчина один. Хотя, возможно, был женат или были какие-то отношения. Но на данный момент, может, вообще он один находится, жена куда-то уехала, да? Но на данный момент вот он один, одиночка. Либо в разводе, либо еще что-то. То есть вот карты показывают, что он один. Вокруг него на данный момент нет женщин. Что в сердце? Ну, вы ему очень нравитесь. Он пускает вам пыль в глаза. Надеется, что у него все получится. Но как-то, знаете, вроде бы и новое знакомство, да?
Очень может быть. Эта карта еще может показать разницу в возрасте. Кто-то старше, кто-то младше, но достаточно большое количество лет. Но как-то слабо продвигаются его ухаживания за вами. Он и так, и сяк. И уже с одной стороны подойдет, и с другой стороны не подойдет. Но и они застряли на каком-то плато, да, и вот дальше на следующий уровень не переходят. Ну, допустим, пока только переписка, да, но нет видеозвонков. Или есть видеозвонки, но не такие откровенные, как ему бы хотелось. А вы ему очень нравитесь, будоражите его как женщина. И вот, ну, ни туда, ни сюда. И он уже и так старается, и уже не понимает, получится что-то или нет, и, возможно, уже и злится на вас, и уже какой-то даже спортивный интерес, да. А смогу ли я ее покорить, а получится ли у меня? Как-то так. Ну и давайте посмотрим, что у него там, да, его мысли о вас за последние сутки. Переживает чего-то сильно, боится, что скоро закончатся отношения, потому что, возможно, вы редко стали с ним общаться, игнорируете его или не всегда выходите на связь, когда он того хочет. Ну, расстояние оно и есть, оно никуда не девалось. И он уже думает, а получится у него, интересует ли он вас настолько, чтобы дальше продолжать отношения. Потому что вы его определенно интересуете. Маг, да, я буду делать все, чтобы завоевать ее сердце. Я надеюсь, что со временем у меня получится. Но отношения качели, она мной играет. Сегодня она мне отвечает на смс-ки, а завтра она пропадает. Я обижаюсь на нее. Возможно, тут он включает или пытается включать вот такой финт. То отвечает, то не отвечает, то загадочный там такой какой-то, то напишет привет и молчит. Такое тоже может быть с точностью да наоборот. Для того, чтобы как-то встряхнуть ваши отношения. Делает обиженный вид. Это тоже могут быть вот эти уловки по дьяволу, да, многозначительный, глубокомысленный. Какие-то непонятные фразы, непонятные слова, чтобы вас заинтересовать. Вот я тебе потом объясню. Ну, такое что-то. Такое тоже может быть, кстати. И, возможно, даже больше это. Мужчина уже отчаялся, да, и он не знает, как уже вас развести на дальнейшие отношения, что начинает включать вот обиженного. Непонятно на что, непонятно зачем. Ну, в общем, морочит вам голову. Что еще? Ну, думает о том, что хорошо было бы встретиться как-нибудь, пообщаться, или хотя бы видео, какой-то звонок, видео, свидание. Но вы неприступны, вы холодны, и его планы развиваются, а ваш холод. И вообще, возможно, он не совсем не герой вашего романа. Ему, конечно, досадно, что так получается. Но, возможно, тоже терпение уже заканчивается. С одной стороны, его тянет к вам, с другой стороны, он бьется о закрытую дверь, да. Вы ему не доверяете, а он хотел бы других отношений. А стоит ли доверять этому человеку? Стоит ли, да, вот доверять этому человеку и переходить с ним на новый уровень отношений? Стоит ли доверять этому человеку и переходить с ним на новый уровень отношений? Ну, тут карты говорят, что да, что возможно все-таки есть какой-то обман, что-то он не договаривает. И если вы хотите по-легкому, да, может получиться очень красивый роман. Потому что он рассматривает вас как женщину по жезлам, то есть женщину яркую, красивую. Дальше он не смотрит, его интересует только картинка, внешность. Только с этой стороны он вас рассматривает.
И вот только с этой стороны у вас и могут получиться отношения. Мужчина пытается вас завоевать. А стоит ли ему доверять? Ну, возможно, знаете, вот выпал король кубков. С одной стороны, это человек, который любит и влюбляется, да, с одной стороны, это человек, который влюбляется, с другой стороны, это человек, которому необходима женская энергия, ему необходимо, чтобы его любили. И король кубков, он очень часто, знаете, такой вот с тонкой душевной организацией, влюбляет в себя, а потом начинает вить веревки. Такое тоже может быть. Этакий, знаете, сердцеед или пикапер, или Дон Жуан. Вот, как бы, причем ему не интересно, чтобы женщина просто, ну, допустим, хотела быть с ним. Ему интересно ее в себя влюбить. Романтичные долгие разговоры. Он понимает, за какую ниточку тянуть. Он знает, чего хочет женщина. И ему нужна именно любовь, чтобы женщина смотрела на него влюбленными глазами. Какие отношения могут из этого получиться? Ну, скорее всего, вы не станете. Скорее всего, все-таки это не герой вашего романа. Вышла девятка пентаклей, вы знаете, чего хотите, на меньшее вы не согласны. А этот мужчина не может предложить вам то, чего вы хотите. Ну, вот как-то так. Пишите, какая у вас ситуация. Новый это знакомый или старый. Правильно ли я прочитала карты? Или и правда, что, вот, допустим, он все время натыкается на стену. И чем больше вы ему отказываете, тем больше он загорается. И уже какой-то спортивный интерес у мужчины к вам.